Здравствуйте, друзья! Сегодня стартует проект «Украсим свой дом». 5 мастериц объединились и покажут вам свои работы. Проходите по ссылкам, которые находятся в описании под видео. Поставьте лайк нам, подпишитесь и напишите комментарий. Я буду шить салфетку для своего кулинарного канала. Буду шить из льна. Ткань я постирала и отгладила. На салфетке я буду делать аппликацию «Рождественский цветок». Нарисовала от руки рисунок цветка, листьев. И вот так складываю примерно, как у меня будет получаться. В итоге лист, конечно, не один будет, а несколько у меня. Я несколько размеров их нарисовала, потому что у меня будет 2 цветка. А цветы я буду делать из атласа. Буду использовать обе стороны, блестящую и матовую. Листочки у меня будут тоже из атласа. Так как ткань атласная, она очень нестабильная, я решила посадить ее на флизелин. Флизелин кладем шершавой стороной кверху. Вот так раскладываю свои выкройки и проглаживаю утюгом горячим. После того, как я посадила на флизелин, я выкраиваю все детали. Сложила цветок, как он должен быть. Посмотрите, какая яркость. Мне уже нравится. А на белом льне еще лучше выглядят цветы. Посмотрите, как ярко и красиво. По-праздничному, по-новогоднему. Не зря этот цветок называется рождественская звезда. Для того, чтобы листочки наши не сдвигались и чтобы аппликация получилась аккуратно, надо листочки эти приклеить канцелярским клеевым карандашом. Пришивать листочки я буду зигзагом. Выбираем шов, какой нам нравится больше, и начинаем пришивать наши листики вперед. Итак, пришиваем каждый листик. Я поставила на ускоренную. Посмотрите, как быстренько все это делается. На самом деле, конечно, не так быстро. Вот так у меня пришились листики. И теперь надо обязательно прогладить, чтобы раскладывать сверху цветок. Раскладываем цветок, как нам нравится, и прошиваем его также зигзагом. А чтобы цветы не сливались, я использовала 2 стороны. Блестящую я поставила на нижний цветок, а матовую на верхний. Прошиваю я все белыми нитками. Цветок я также приклеила на канцелярский клей. И всем советую приклеивать. Очень удобно. Не сдвигаются цветы и ничего не мешается. Я имею в виду булавки. Вот так пришился цветочек. Вот здесь у меня немножечко пузырится. Ну ничего. Мы прикроем его с верхним цветком. Опять прикладываем, как нам нравится, как нам подходит. И опять приклеиваем. И потом уже пришиваем на машинке. Я пришила первый цветок, самый большой. Вот так он получился. А теперь определяем место, где будем располагать второй цветок. Раскладываем детали цветка, приклеиваем канцелярским клеем и опять прошиваем также на машинке зигзагом. Девочки, я вам предлагаю, обновите свои полотенца или салфетки. Пришейте аппликацию, и будет уже совсем другой вид у полотенца или салфетки. Пишите в комментариях, любите ли вы новогоднюю суету, предновогоднюю подготовку, украшать свое жилище. Я вот, например, люблю эту новогоднюю суету, подготовку, украшательства эти. Люблю расставлять новогодний декор различный. В прошлом году я нашила и наделала различных елок. Помню, у меня видео называлось «Елки 5». Значит, я 5 елок сделала в различные техники. Ссылки на эти мастер-классы оставлю в описании под видео. Посмотрите, пройдите по ссылкам. Вот такие цветки у меня получились.
Очень яркие, красивые, мне нравятся. Я выровняла свою салфетку, а теперь выбираю шов. Я буду обрабатывать край салфетки декоративным швом. Плотность стоит на 0,5, а длина шва или высота на 5. Размер салфетки у меня вышел 55 на 80. Все-таки я долго шила вот этим декоративным швом. Так, тщательно проходила по краю. Ширина от края получалась везде разная. Где-то 1 сантиметр, где-то на ширину лапки 7 миллиметров, а где-то совсем узенько. А потом мне предстояла очень кропотливая работа. И это вырезать вот эти фестончики. Посмотрите, сколько их надо было вырезать. Ой-ой-ой. У меня рука устала вырезать, если честно. И вот посмотрите, все уголочки не очень хорошо получились. Один идеально прям сошелся. Шов. Красиво. Но зато результат меня порадовал. Вот такая симпатичная новогодняя салфетка у меня получилась. Ну и не только новогодняя. Вот такой край. Мне нравится. Пишите комментарии. Интересно, что там нам приготовили другие мастерицы. Пойду на их каналы, посмотрю, напишу отзыв обязательно. И вы тоже проходите по ссылкам, которые находятся в описании. Желаю всем крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов, новогоднего настроения и счастья, самое главное. Всего доброго, до встречи!